Представители знака зодиака Дева. Девы мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад «Поворот судьбы». Давайте узнаем, что подскажут карты для вашего знака зодиака. И если мы говорим об июне месяце, я делаю этот расклад в начале июня. Я не ставлю конкретных сроков развития событий, но все-таки поворот судьбы – это состояние между прошлым и будущим. Исходя из этого тезиса, мы рассмотрим с вами соответствующие позиции. Первые три карты – это события будут ближайшего будущего. И вторые три карты – отдаленного будущего. У кого-то это может проиграться за неделю, может быть и за пару дней. Иногда наша жизнь убыстряется. За один день порой мы можем сделать больше, чем за год. Бывает и такое. И у нас получается что-то осуществить, и после этого жизнь наша принимает другой совершенно темп. Ну, конечно, мы будем реалистами, потому что наша жизнь? Как классик сказал, либо игра, или, я бы сказала, жизнь похожа на партию в покер. Иногда приходится блефовать, но чаще выигрывать той картой, которая выпала. И давайте мы с вами узнаем, что же, как видят карты события ближайшего будущего, или действительно, что у вас, мои дорогие девы, на пороге. Ближайшее будущее – это имеется в виду те события, которые происходят либо в данный момент времени, или в ближайший период, но они будут так или иначе обусловлены тем, что у вас сейчас происходит. Все равно присутствует в нашей жизни закон причины и следствия. Итак, события ближайшего будущего, как видят карты, для знака зодиака Дева. И события отдаленного будущего. Мы тоже достанем три карты. Можем посмотреть, проследить тенденцию развития. Следующая карта. В чем риск? От чего вы откажетесь? Что скрыто? Что вам будет помогать? И каковы же события, ваши решения? У кого-то проиграется как новость, свидетельство какое-то или о чем-то. Получение может быть и документа, но побудительный мотив может быть разный. А вот решение – это лично ваше. У кого-то его выбор, но это не тот выбор, когда мы еще сомневаемся, а когда в чем-то мы окончательно уверены. Или побудительный мотив – воздействовать к чему-то, может, как обстоятельства так складываются, и вы уже теперь точно знаете, как вам действовать. Может быть, и было какое-то перепутье или сомнение, а здесь вот именно ваша определенность по какому-то конкретному вопросу. Все-таки туз, нет пока еще действий. Если мы говорим, это либо наша ментальность, либо решение, либо сама по себе новость или какая-то информация. Но это начало будущих свершений, потому что жезлы – это много энергии, огненной энергии, когда и импульсность, безусловно, присутствует в этой карте. Есть еще и намерение, есть понимание того, что я могу это осуществить. То есть это какое-то событие, когда вы можете либо что-то изменить, либо вы видите прогресс в каком-то направлении. И само по себе, как и вдохновение, так и оптимизм предполагается по этой карте. Но в любой сфере жизни нам не говорят что-то конкретное. Наверное, будут у вас, мои дорогие девы, это точно, какие-то перемены судьбоносные. Карта Иерофант. Мы часто связываем образ этой карты именно с судьбой или с какими-то событиями, которые нам доводится прожить. И это выпадает на события ближайшего будущего. Конечно, традиции идут по этой карте, какие-то важные согласования, важные решения. Но это уже, если мы говорили по предыдущей карте туз жезлов, информация или импульс, то здесь уже конкретика. Карта Иерофант, по сути, очень хорошо олицетворяет ваш знак зодиака. Только девы умеют из хаоса создать порядок такой настоящий. И как раз про порядок, про традиции говорит карта Иерофант. И значит, это может быть сопряжено с какими-то известиями в вашей семье или в вашей личной жизни. Смена статуса, мои дорогие, или через личную жизнь, или у кого-то по части работы, когда вы строите карьеру.
Преподавательская деятельность, безусловно, идет по этой карте особенно хорошо. Почему? Иерофант– великий учитель, кому обращаются за помощью, как в наших жизненных вопросах. Ну, принять либо важное решение, или за советом, как правильно поступить. Может эта карта еще и говорить с другой стороны, как вот вы сами можете являться преподавателем, или если вы уже как бы наметили себе делать карьеру, именно предпринимательскую, тогда карта будет говорить, что сложатся какие-то удачные обстоятельства, получить новую должность или сделать саму по себе головокружительную карьеру, как-то очень высоко, или вам пойти учиться. Это может быть банальное обучение, когда вы хотите сменить сферу деятельности, или вас вдруг что-то заинтересовало, все-таки карта импульса. У нас первая, да, и туз жезлов, что-то вам может стать интересным, или для того, чтобы осуществить вам ваш же план, или то, что вы задумали, вы можете прийти к выводу: так, мне не хватает знаний, и тоже отправиться учиться. Это не значит, что мы садимся за парту. Много различных курсов, даже посредством интернета. То есть вас что-то может заинтересовать, но вы захотите это перевести в практичную плоскость или, ну, каким-то образом употребить себе во благо. И это будет очень правильно. Конечно, по карте Иерофант могут проходить, как я уже сказала, судьбоносные события. И здесь буквально это могут быть изменения, связанные с вашим переездом. Или вы планируете дом свой улучшить, сделать жилье более комфортным, место нашего пребывания тоже подразумевается по этой карте. Почему? Потому что Иерофант– это символ надежности. И вы, мои дорогие девы, тоже надежные люди. Вот все то, что где-то свойственно вашему знаку зодиака, это будет превалировать в каких-то возможностях. И вы останетесь довольны. Вот правда, вы останетесь довольны. Или какой-то новый вариант решить тот или иной вопрос. Может быть, эта новость приходит, и прежде вы не могли какой-то согласовать документ. Или вам полагалась, допустим, какая-то помощь, субсидия. Вот у кого-то банально так может проиграться, а вы об этом не знали. Или, может быть, не было какого-то закона, положения, а здесь он выходит. Но вам нужно оформить какие-то документы, бумаги, и вы отправляетесь для того, чтобы это осуществить, и в конечном итоге, ну, вот получить то, что вы задумали. И здесь тогда по Иерофанту у вас тоже получается. Поэтому я бы сказала, по этой карте мы еще, в принципе, как уважаем структуру, порядок, закон, и не идем в противовес тому, что принято в вашем обществе. И тогда вторично вот такие энергии помогают и нам тоже. Вот такие события, я думаю, рассказала очень подробно. Просто очень много и вариантов у каждого старшего аркана. Но мы идем дальше. Я уже перевернула карту. Это карта Солнца. Раньше, когда она выпадала, заканчивали все гадания, все прогнозы и говорили: иди, дорогой, у тебя все хорошо. Ну, понятно, все прямо идеально в нашей жизни, наверное, быть не может. Всегда есть какой-то минус или, ну, то, что не совсем вписывается в наши желания. Но в целом, в каком-то глобальном варианте, это правда возможности. Мои дорогие девы, я понимаю, каждый из вас задумал что-то свое. Поэтому было бы неплохо, если вот на данный период времени вы смотрите прогноз. Вы хотели бы свое намерение перевести в материальную или практичную плоскость, но не получается. Рассмотрите какие-то альтернативные варианты. Ведь тут не дело даже не в раскладе в нашем, а планетарно для вас период такой своеобразной, может быть, и перестройки, но ведь это еще и период новых возможностей. То, что было прежде для вас, как, знаете, закрытый путь. А здесь как раз вот эти самые возможности начнут появляться. И самое главное, не ставить перед собой табу. Или не думать, что вот у меня прежде не получилось, и теперь что-то не получится. Вот нет, с каким-то новым подходом, тонким, может быть, но вы сумеете решить какую-то свою проблему. Или осуществить грандиозный замысел. И здесь у каждого индивидуально. Все-таки карта Солнце– это карта счастья, карта радости, возможностей, изобилия, процветания и выбора правильного направления. Ориентировочно в среднем 6 месяцев. Вот и считайте,
где-то до конца года. Правда, вы сейчас набираете темп. Или то, что вы для себя, пусть ментально, определите, вот в каком направлении я сейчас буду двигаться, или чему я теперь буду отдавать предпочтение. Это и станет на последующие 6 месяцев вашей путеводной звездой. Будьте серьезны к своим желаниям и мыслям. Помним, мысль материальна, отдаленное будущее. Вы сумеете реализовать свой какой-то план. Королева жезлов как раз по части реализации великий специалист. И ведь это карта сильного человека, сильной позиции. Да, королеву жезлов жизнь научила о себе много не говорить, она умеет хранить тайны. Она умеет вовремя как будто закрыться. Не случайно нам образ показан на карте. Королева как скрестила руки на груди. Это как закрытость определенная. И для любителей Таро, помните, наверное, в основных колодах Таро часто рисуют королеву с черным котом. И вот этот черный кот, это как раз то, что скрывает королева, и она никому ни о себе не расскажет лишней информации, так и чужие тайны, как я уже сказала, она умеет хранить тоже. И поэтому это для нее создает определенную такую, как ореол информационной возможности, доступности. Ей доверяют, потому что то, что ей доверишь, не узнает никто, но она эту информацию умеет правильно переработать и переложить на пользу себе, каким-то образом ее использовать. Поэтому работа с информацией – это ваше все. Но вы, мои дорогие девы, вы как раз умеете правильно оценить обстановку и людей, кстати, тоже. Итак, события отдаленного будущего. Ну, правда, посмотрите, второй старший аркан, 21-й мир, когда мы получаем уже то, что мы заслужили, или когда нет ничего невозможного. Это итоговая карта, когда мы можем осуществить какое-то намерение, а вверху, мои дорогие, у вас иерофант. И все то, что я сказала до этого времени, одна карта как будто за другой подтверждает, что да, на самом деле, вот этот период для вас – в любых практически сферах жизни у вас выпадает солнце. Будь то личная жизнь, у кого-то сейчас может быть вопросы семьи, у кого-то из вас вы хотите закончить свой сольный автономный вариант, если можно так сказать. Вы хотите создать, наоборот, семью, и значит, все равно будут возможности с кем-то познакомиться. Ну, значит, надо продумать, какого спутника я хочу, где подобные люди, серьезные, вы сами люди серьезные, каким это можно образом осуществить, составить себе план, и тоже для девы нет ничего невозможного. Вы получите тот итог, к которому вы стремились. И причем иерофант – это как будто сейчас это что-то совершается или запускается как механизм вот этого судьбоносного поворота. И до конца 2024 года, поверьте, вы себя не раз поблагодарите, что вовремя какое-то либо решение приняли, или с чем-то сориентировались, или какую-то, может быть, даже невзначай услышанную информацию вы ее додумали. Очень соответствует, кстати, королеве жезлов. Какую-то информацию вы додумали, проанализировали и использовали на благо себе. Это ведь может быть случайно кем-то оброненная фраза. А мы понимаем, что ага, а нам сейчас нужно действовать. Либо действовать в каком-то направлении, либо каким-то определенным образом. И мы тоже решаем вопрос. Поэтому будьте внимательны к подсказкам извне. Ну и, безусловно, эта карта говорит вторично, у кого в плане был переезд, смена работы или смена вашей должности, построение карьеры, развитие бизнеса. Да, наверное, все что угодно. Нет ничего невозможного. Отдаленные события. Еще раз нам карта пятерка жезлов говорит про информацию. Причем я называю эту карту информационного хаоса, когда много каких-то новостей. Может быть, и обстоятельств вокруг вас тоже много, которые меняются. Поэтому вместе с обстоятельствами могут прийти какие-то фейки. Но вам предстоит в этом разобраться, чтобы раньше времени или вообще, когда не нужно, не включиться в выполнение какого-то дела или на что-то не согласиться. Но и с другой стороны, не упустить, опять же, какую-то возможность. Ведь пятерка чаще всего это недостаток. Вот если мы нам переведем нумерологию Таро на нашу жизненную практику.
И пятерка жезлов – недостаток правдивой информации. И это выражается в том, что вам наоборот, кто-то может прийти и, допустим, сказать что-то даже нелицеприятное, все-таки отдаленное будущее. Нас как будто карты, вас, мои дорогие девы, готовят к тому, что ты встретишь разных людей. И еще будут разные события. Иногда это события могут какую-то турбулентность напоминать, но тебе ничто не угрожает. Вот это главное. Потому что пятерка – это мелкая карта. Это какая-то суматоха, чехарда, которая происходит вокруг нас. Но если мы говорим про то, что мы слышим, как и со знаком минус, какой-то негатив, или какой-нибудь хам, может быть, в наш адрес говорит какие-то гадости. Увы, таких людей мы не можем исключить. Каждый из нас их встречает достаточно часто. И это не повод, как в себе сомневаться, или отвечать ему, парировать, или наоборот, нам какое-то предложение делают, и выглядит все ну так радужно, замечательно. Одним словом, по пятерке жезлов мы должны перепроверять информацию, как и плюс, так и минус. И не реагировать эмоционально. Карта сразу дает совет. Ты отступи полшага назад. Сначала пронаблюдай, оцени обстановку, найди недостающую информацию, все расставь по местам, и вот только тогда действуй, если сочтешь это нужным. В чем риск этого периода? Не упустить свое счастье. Это праздник после победы. И мы про исполнение ваших желаний уже сказали. И я тогда понимаю, что для вас, мои дорогие, действительно что-то не упустить. И правда, возможности к нам приходят, мы иной раз думаем, а нет, вот я сейчас тут занят делами, кстати, пятерка жезлов в тему. По пятерке жезлов мы можем согласиться на кому-то помощь, к примеру, или участвовать в каком-то деле, в решении вопроса, а нам туда не надо. Это больше интересы чьи-то, чем наши. А в этот период будет какая-то для вас, как оказия, возможность свой вопрос решить. А у нас на это не остается времени. Либо мы пытаемся, оставив себя на потом, что-то сделать наспех и не делаем так, как нужно, ну, так себе у нас получается. И тогда не достигаем какого-то варианта. Все же от начала до конца вам нужно концентрироваться на себе, мои дорогие девы. Тогда эквивалент того положительного, то, что входит в вашу жизнь, будет качественно другой. Не упустите, одним словом, праздник вашей жизни, какую-то добрую возможность. От чего вы сами откажетесь? Это карта Ля Папесса. И в колоде Таро имеет древнюю историю. Она соответствует тому периоду, очень незначительному, почти 2,5 года, когда во главе католической церкви стоял не папа, а папесса. Она скрывала свое женское обличие под мужским платьем и, тем не менее, сумела получить очень высокий сан, правда, недолго удержалась. История, безусловно, официально об этом умалчивает, но первые карты Таро – это итальянские карты Таро. И пусть эта колода карт, она не итальянская, но она выполнена в классических традициях Италии. И поэтому изображена именно Ля Папесса. Это та, которая умеет скрывать. Но это та, которая имеет великолепную интуицию, или та, которая все знает. И поэтому от чего вы откажетесь сами? Вы откажетесь или как-то причешете свое окружение. Избавитесь от тех людей, которые 2 пишем, 3 в уме. Или пусть 1 пишем, 2 в уме, неважно. Суть в том, что имеют намерение одно, а транслируют что-то совершенно другое. Вы профильтруете полностью тех, которые не подлежат вашему доверию. Или вам не захочется, ну, когда вы, может быть, и узнаете какую-то правду, продолжать с некоторыми вообще отношения. Вы будете постепенно менять свое окружение, мои дорогие, вот это точно. И отказываться от тех людей, которые вам, может быть, сумятицу приносят в жизнь, но взамен не дают ничего. Вот ваше окружение, оно подвергнется вашему как и анализу, так и фильтрации, это точно. Что скрыто? По пятерке кубков есть какое-то разочарование.
Может быть, это то, что вы не видите. Я бы тогда сказала вот эти две карты, как четверка жезлов, так и по карте пятерка кубков. Вы можете упустить какое-то время или удачный момент, сложившиеся обстоятельства, или какую-то возможность саму по себе, а потом вы будете об этом жалеть. Вот как будто так, мои дорогие девы. Я уже об этом говорила, и у вас выпадает в позиции, в чем риск упустить праздник. И ведь эта четверка жезлов – это не только праздник, вообще это карта якоря, как 4 столпа, когда все под контролем. И сегодня хорошо, и на завтрашний период времени тоже все стабильно. А когда у нас выпадает скрыто, это сожаление о потраченном времени или о том, что у нас не сложилось, или мы что-то сделали, но совсем не так, мы чего-то, может быть, не успели. Поэтому вот что скрыто, не упустите чего-то. Значит, какая-то, назовем это оказия или возможность, или как открытый путь осуществить свое намерение. Он не будет долго оставаться открытым, и поэтому вам надо будет еще и с чем-то успеть, не отложить на завтра. И что вам будет помогать? Ну, буквально, ангел нам, вам, мои дорогие девы, преподносит кубок. У кого-то это по личной жизни что-то не упустить. Может быть, какие-то возможности, которые вот для тех, кто один или одна, не упустить возможность с кем-то познакомиться, когда звезды, звездное расписание играет вам в помощь, мои дорогие. Когда сам ангел готов, какой-то кубок вам преподносит. Может быть, для кого-то из вас что помогает? Человек конкретный помогает. Или когда личная жизнь ваша, кстати, мои дорогие девы, обустроена. Может быть, эта карта еще и говорит решение тех вопросов, когда вы перед собой поставили построить карьеру или каких-то личных достижений. Может быть, амбициозных планов, хотя кубки здесь все-таки больше про чувства. И это вам всячески помогает. Я бы сказала, тут радость какая-то, мои дорогие девы, вам просто стремиться на порог. И радость приходит, а девы как будто могут быть чем-то заняты. Вот правда, я смотрю на все эти карты, потому что есть какое-то решение. Да, с одной стороны, карта Иерофант говорит о личной жизни, а все же, если мы переложим все остальные карты, то есть какая-то динамика, причем иногда хаотичная динамика. И в позиции, опять же, когда в чем риск? Вы можете упустить какой-то очень подходящий момент. Я могу добавить, что до конца года 2024, несмотря на какую-то турбулентность или на разрозненность информации, для вас, мои дорогие девы, все-таки прекрасное время. Что-то для себя самого или самой сделать очень хорошо. И быть счастливым. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.